из России в последнее время уехало огромное количество людей. Но вот по какой причине люди уезжают? Конечно, есть разные точки зрения, что заставляет людей уезжать или избегать тонущего корабля, хотя Россия вовсе не тонущий корабль, по моему мнению. Но огромное количество людей, согласно статистике, где-то около 1,5 или 2 миллионов людей уехали из России за время правления Владимира Путина. И эти люди уезжали из страны по разным причинам. И в этом видео я хочу разобраться, кто уезжает из страны, сколько людей покинуло нашу страну за последние 15-20 лет, какие вообще ожидания, собираются ли люди куда-то двигать, и именно, кстати, в какие страны уезжают. Об этом в сегодняшнем видео. Берлинский институт населения назвал Россию исчезающей державой. И, конечно же, богатство любого государства – это население, территория, ну и дальше уже ресурсы. И я считаю, что именно население будет являться ключевым показателем для благосостояния государства. И если страны уезжают, то наверняка на это есть веские причины. И за время правления Владимира Путина из страны уехало около 1,5–2 миллионов. Это результаты статистики, результаты опроса Левада-центра, причем результаты по данным принимающих стран. Согласно прогнозу Берлинского института населения и развития, к 2030 году из России уедет порядка 15 миллионов человек. Это колоссальные цифры, и я проанализировала этот вопрос с точки зрения, кто уезжает, по какой причине и куда уезжают люди. И я выяснила очень интересные результаты. Во-первых, конечно, можно назвать объективные причины, субъективные причины. И среди объективных причин, конечно же, в первую очередь, это экономические проблемы. Во-первых, если мы посмотрим волны иммиграции, они связаны с кризисами. Период 99-го, начало 2000-х, уровень жизни улучшился в 4 раза, возросли доходы, улучшилась экономика, появилось стремление к какой-то стабильности. С 2012 года количество россиян, которые покидали страну, оно стремительно росло. Росло с 36 тысяч в 2011 году, и около 350 тысяч уехало в 2015. По данным Росстата, 350 тысяч человек, иммигрантов из России в 2015 году, это в 10 раз больше, чем 5 лет назад. То есть в 2000 году количество иммигрантов было гораздо меньше. И, наверное, поэтому можно сказать о политических ожиданиях людей, когда видели, что Россия как-то возобновляет экономику, стремится к росту. И, наверное, было больше ожиданий в плане перспектив, надежды на государство, веры в экономическое благосостояние. Не было возможности для развития бизнеса, не было возможности для привлечения инвестиций, но есть, конечно же, к экономическим причинам наслаиваются и политические причины. Говоря о политических причинах, конечно же, мы вспоминаем про историю с Крымом, напряженное противостояние с Западом и попало под санкции, что связало Россию по рогам и ногам в плане инвестиций и устойчивого экономического роста. И, конечно же, Украина стала очень важным препятствием, поскольку и рецессия появилась именно с 2014 года, и колоссальный отток капитала. Если мы посмотрим по новостям, каждый день в новостях огромные цифры демонстрируются в виде оттока капитала. По политическим причинам, политика и экономика у нас очень сильно связалась, и получилось так, что сегодняшние категории россиян, которые покидают страну, они немножечко изменились. Это не малообразованные русские, а это уже интеллектуалы, интеллигенция, и отсюда я выделяю третью причину, потому что именно профессионалы, у которых есть хороший опыт, хорошее образование, но нет возможностей для профессионального развития, потому что в других странах предлагают лучшие возможности для карьерного роста и лучшие зарплаты. И отсюда, третья причина – это профессиональные, поскольку даже если мы посмотрим на реформы здравоохранения в 2014 году, которые привели к увольнению 7 тысяч медицинских работников только в московском регионе. И в различных регионах страны множество врачей столкнулись с проблемой поиска работы.
И, конечно, по данным Росстата, да, большинство сегодняшних иммигрантов уезжают в США, уезжают в Германию, в Канаду и в Финляндию, да, то есть это вот именно профессиональная миграция. Ну, опять же, да, если мы посмотрели уже и экономику, и политику, и профессиональные возможности, есть еще и такой момент со свободой. И четвертую причину я выделяю как ущемление свободы, поскольку усиление, да, политики Кремля, завинчивание гаек, расширение уголовного, административного кодексов, да, и поскольку все больше видов политической деятельности, да, они уже являются уголовно наказуемыми, и отсюда, конечно же, ряд политических активистов также решили покинуть страну. Ну, в том числе, да, это и профессиональные журналисты, потому что они посчитали, что невозможно работать в таких условиях, и ученые, предприниматели, вместе со своими бизнесами, кстати, они также переехали из страны. И получилось так, что ограничение свободы, да, вот, и давление с точки зрения интернета вопросом именно гендерной свободы, да, то есть поскольку в России не легализованы gay marriages, да, как это называется в западном мире, поскольку Русская Православная Церковь не принимает однополых браков, и отсюда, конечно же, это тоже может трактоваться как проявление несвободы в нашем государстве. Интересными являются еще и субъективные причины. Если вы хотите попросить политическое убежище, то есть ряд определенных причин, которые вам нужно указать в обращении. Вас ущемляют в стране, где вы проживаете, вы можете это доказать, то вы можете подать ходатайство, чтобы получить вид на жительство в другом государстве. Но для этого нужно доказать, что вас ущемляют либо по религиозным, либо национальным признакам, либо из-за принадлежности к определенной социальной группе или принадлежности к политическим взглядам, да, которые запрещены или не распространены в данном государстве. И отсюда это можно выделить как отдельные субъективные причины, да, по которым уезжают люди в поисках лучшей жизни, в поисках свободы. Да, с одной стороны, это можно трактовать как несвободу, да, в данном государстве и поиск свободы в другом государстве. Интересная информация, что в 2017 году свыше 2500 россиян подали заявление на убежище в Соединенных Штатах Америки. И это почти на 40% больше, чем в 2016 году. И по статистике, если посмотреть, то это вообще максимум за 24-летний период. То есть рвутся за убежищем в США и дают аргументы в том, что в России ущемляются их свободы. Таким образом, да, если подводить итоги, есть объективные причины, по которым люди хотят уехать из России в поисках лучшей жизни. Ну, скорее, да, действительно лучшей жизни, но не защиты, потому что нельзя сказать, что данные причины, которые мы рассмотрели, они заставляют, ну, не представляются возможным жить в России. То есть это причины, скорее, по которым вы хотите просто жить лучше, жить богаче, жить в более демократическом государстве, жить в более хороших условиях. Но это не скорее в ситуации давления, где государство, да, не позволяет вам жить свободными. То есть, по большей части, если мы говорим даже о категории там, тех, чьи интересы ущемляются, или тех, чьи свободы ущемляются, то речь, конечно же, не идет о таком тотальном доминировании государства и невозможности, да, в жизни. Ну, скорее, вот если говорить о каком-то предпочитаемом субкультур, социальных групп, которые не поддерживают существующий режим, Россия не самое лучшее место для жизни. И это становится все более объективным для экономики, потому что основные объективные причины, они связаны с бизнесом, они связаны с тем, что многие инвесторы так и не пришли в те проекты, которые замышлялись как интернациональные, проект со Сколково, где огромное количество резидентов планировалось, что приедут из Америки, из развитых государств для того, чтобы делать совместные технологические инициативы. Но они так и не приехали. И проблема как раз в политическом решении с 2014 года, с проблемой Крыма. И все эти санкции, да, привели к тому, что наша политика стопорит нашу экономику.
И все это увеличивает количество людей, которые просто стремительно уезжают из страны. И многим это удается, да. Многих ждут в Европе, да, потому что они перевозят себя и свой бизнес, если это бизнесмены, или специалисты, профессионалы, которые получают работу в других западных компаниях и развивают науку уже там, не в России. Вот это самое важное. И, конечно, ставить, да, такие цели в плане, да, экономики, развития экономики России, но не заботиться тем, что самые лучшие люди, самые лучшие профессионалы вынуждены покидать страну и развивать науку в других странах, потому что огромное количество ученых покинули Россию еще в времена позднего СССР. Все это приводит к тому, что все самые перспективные кадры покидают Россию и работают уже не в интересах России, а в интересах других компаний. И все это следствие той политики, тех мер экономических, политических, тех ограничительных мер в плане свободы, которые делает наше правительство. И поэтому я думаю, что официально, да, эта статистика не так, чтобы разглашается, да, потому что, да, прогноз на 15 миллионов оттока людей, да, у нас уже демонстрируется отток капиталов, если уезжают люди, то это большая проблема для государства. Вот как государство будет решать эту проблему, обязательно буду следить. Подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующем видео.